Всем привет! Сегодня будем проводить ТО на бензопиле штилем С180. Поменяем фильтр топливный, поменяем воздушный фильтр, посмотрим, в каком состоянии свеча. Ну и, собственно, попытаюсь рассказать, как часто нужно это делать. Потому что нигде в инструкции никакой конкретики нет. Начнем с топливного фильтра. Многие даже не знают, что есть у нас в бензопиле топливный фильтр. Он есть, и его нужно периодически менять. Вот такое вот состояние фильтра. Внешне вроде бы все хорошо, но на самом деле он внутри накапливает мелкую пыль и в дальнейшем будет ее уже пропускать в карбюратор. Я рекомендую менять его хотя бы раз в год. Это при условии, если вы там плотно работаете. Менять фильтр будем на оригинальный, поэтому сейчас снимаем фильтр. Вот у меня есть 3 фильтра штилевских. И сейчас покажу, какие можно ставить на 180, какие нет. Так, на 180 штиль нужно ставить вот такой вот фильтр. Это его оригинальный фильтр. Но также на 180, 210 и другие бытовые пилы также подойдет вот такой вот фильтр. Он у нас с большей пропускной способностью, поэтому он также подойдет на 180. Посадка на них одинаковая, поэтому вот такие 2 фильтра можно сюда установить. Вот такой вот фильтр, это у нас фильтр со штиля FS250. Он уже сюда не подойдет, так как у него посадочное место намного меньше. Если же вы меняете топливный фильтр на профессиональной пиле, начиная с МС-241, 260, 61 и так далее, то на них стоят вот такие вот фильтра, то есть с большой пропускной способностью. Вот их артикул. Вот такой вот фильтр, да, который меньше, на профессиональные пилы ставить не советую, так как он имеет намного меньшую пропускную способность и пиле просто не будет хватать топлива. То есть пила будет задушена, не будет развивать максимальные обороты, ну и так далее. Поэтому на профессиональные пилы, начиная от 241, используем вот такие вот фильтра. Также у меня еще есть китайский фильтр для 180 штиля. И сейчас покажу, почему я не рекомендую использовать китайские расходники на фирменном бензоинструменте. Вот он, китайский фильтр. Я думаю, здесь видно качество изготовления. Сетка у нас имеет намного более крупные секции. Вот так вот здесь склеено. Вот там вот. Ну, все такое, в общем, кривое. И вот оригинальный. К тому же оригинальный имеет большую пропускную способность, чем вот эта вот копия. Поэтому только оригинал. Ну и, собственно, устанавливаем. Все установили и опускаем вниз. Также перед установкой проверьте, чистый ли у вас бензобак. То есть бывает, там попадает пыль, опилки, поэтому перед заменой нужно промыть бензобак. Я это уже сделал, поэтому у меня чистый бак и новый чистый фильтр. Все. Закручиваем крышку. И переходим к воздушному фильтру. Опускаем рычаг вниз. Вот в таком вот состоянии у нас воздушный фильтр, поэтому его тоже под замену. Как часто его нужно менять, в инструкции также не указано. То есть смотрите по его состоянию, периодически снимайте, продувайте. Ну, если там какие-то повреждения, либо же фильтр начал уже пропускать, тогда уже замена. Вот такое состояние у нас снизу. То есть опилок много, но фильтр со своей задачей справился. Так, сейчас также это все прочищаю, продуваю и уже вернусь с чистым фильтром.
Все очистил. Вот так теперь выглядит фильтр-бокс. И теперь будем устанавливать сюда новый фильтр. Вот так вот выглядит новый фильтр. Вот так вот старый. Так, устанавливаем. Все плотненько, хорошо садится. Все. Ну а теперь выкрутим и проверим состояние свечи. В данном случае у нас 180-ка двухмиксовая, поэтому свеча у нее идет под ключ на 16 с резьбой десяткой. То есть тонкая свеча. Сейчас покажу какая. Вот такая вот свеча. Производство Штиль, ЗК Си-10. Вот такой вот номер. Made in Чехия. Ну и, собственно, вот такое вот состояние спустя 1,5 года эксплуатации. В принципе, свеча нормальная. Немного почистим ее и установим обратно. По свече есть конкретный регламент замены. Это 100 часов работы. Данная пила наработала намного больше, поэтому оставляем родную хорошую свечу. Нет смысла менять оригинальную свечу после 100 часов работы, если она вот в таком вот хорошем состоянии, на какую-либо китайскую. Если же менять свечи, то только на фирменные. То есть Штиль, Bosch, НЖК, ну и так далее. Ну, собственно, оставляем родную свечу. Я думаю, еще поработает. Ну а теперь подведем итоги. При должном уходе, то есть при своевременной замене очистки фильтров, при правильной эксплуатации, то есть хорошее масло, хороший бензин, всегда заточенная цепь, то есть не пилить тупой цепью, то даже такая вот бытовая пила, как Штиль МС-180, будет служить у вас очень долго, без каких-либо проблем. Кого что интересует, пишите комментарии, будем там поддерживать связь. Ну а у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.